Можно прожить всю жизнь, но так и не начать жить своей жизнью. Можно так и не узнать, чего ты хочешь для себя на самом деле и на что ты способен. Можно всю жизнь откладывать жизнь на потом, а потом вдруг понять, что она закончилась, а ты так для себя ничего и не сделал. Как понять, что ты живешь не свою жизнь, соответственно, свою жизнь ты не живешь или не живешь вообще? Пройдемся по основным признакам. Первое, на что стоит обратить внимание, это ваши чувства. То есть, как вам вообще живется. Если вам кажется, что жизнь проходит мимо, то, возможно, вам не кажется. Если вы ощущаете пустоту и бессмысленность всего, что происходит у вас в жизни, чем вы занимаетесь и что вас окружает, если жизнь неинтересная и скучная, если жизнь не приносит ни удовольствия, ни удовлетворения, если вы не чувствуете себя живым, обратите на это внимание. Значит, что-то не работает. Ваша психика говорит вам о чем-то через ваши ощущения, эмоции, чувства, переживания. Ваша жизнь – это то, чем вы ее наполняете. Какими вы ее наполняете отношениями, чувствами, эмоциями, впечатлениями, результатами. И если вы испытываете тяжелые эмоции и чувства, значит что-то не так. Что вы себя где-то обманываете или предаете. Возможно, вы живете по чужим сценариям, установкам и правилам. Второе. Вам не нравится то, чем вы занимаетесь, вас это подавляет и угнетает, но вы страдаете, продолжаете терпеть и заставлять себя это делать. Вы не делаете то, что хотите делать, и не хотите делать то, что делаете. Вы страдаете, мучаетесь, плачете, колитесь, но продолжаете жрать этот кактус. Скорее всего, вы успокаиваете себя следующими мыслями, что так надо, таков путь, я вынужден или вынуждена, а в других местах еще хуже. Что труд облагораживает, труд сделал из обезьяны уставшую обезьяну. Необходимо страдать и мучиться, страдания и мучения очищают, освобождают. Вообще мне нужно кредит платить, ипотеку платить, и вообще чем я буду кормить семью. Но, к сожалению, это не работает. Дело в том, что когда вы занимаетесь своим делом, то есть деятельностью, которая соответствует вашим глубинным ценностям, потребностям и интересам, то она вас заряжает, вы заряжаетесь. Такая деятельность наполняет вас энергией, мотивацией, радостью и удовлетворением. Вы готовы этим заниматься, даже если вам за это никто не заплатит. Вы готовы будете этим заниматься, даже если вам самим нужно будет за это платить. А если вы занимаетесь не своим делом, то это высасывает из вас энергию и мотивацию и лишает вообще смысла. Вы чувствуете себя выжатыми как лимон и при этом называете все это лень, прокрастинация, саботаж, внутреннее сопротивление, вторичные выгоды и прочие стеклянные потолки. Вы смотрите разные мотивационные ролики и проходите тренинги на тему, как заставлять себя еще эффективнее, еще сильнее. Каким я должен быть, кем я не являюсь и никогда не буду являться. Как еще эффективнее, как еще жестче стягать свою полудохлую связанную лошадь, чтобы достичь успешного успеха быстро и легко, без регистрации и СМС. И в ответ на это ваша психика, ваше живое, биологическое, чувствующее начало выключает вам электричество. Вы теряете чувствительность, вы теряете желание, вы теряете энергию, мотивацию. И как вишенка на торте вы получаете психосоматику. Третье. Вы постоянно откладываете жизнь на потом. Сейчас не время, вот заработаю денег, потом заживу. Вот заработаю, куплю себе машину, дачу, квартиру, потом заживу. Вот выучу ребенка, вот выйду на пенсию, вот вставлю себе новые зубы, уж тогда точно заживу. Эх, держите меня семеро. Но сейчас не время, все хорошее нужно отложить, все на потом, все на черный день. Ваша жизнь – это то, что происходит с вами прямо сейчас. Ваш мозг, ваша психика выделяет вам энергию, мотивацию и ресурсы на то, чтобы вы заботились о себе, чтобы вы становились лучше, развивались, получали то, что вы хотите получать. Ваши эмоции и чувства, ваша радость, восхищение, удовлетворение – это сигнал от вашей психики о том, что вы идете по верному направлению, по верной дороге. Если вы ничего не делаете для себя, ваш мозг, ваша психика перестанет давать вам энергию и мотивацию.
Зачем вам давать энергию и ресурсы, если вы все равно потратите их на других людей, на чужие цели, разбрызгаете, потеряете, сломаете или разобьете? Далее, четвертое. Вы не находитесь в настоящем. Вы не находитесь в здесь и сейчас. Вы находитесь либо в прошлом, либо в будущем, либо в своих фантазиях, мыслях или галлюцинациях, либо в других людях. Человек присутствует и живет своей жизнью только если находится в моменте, то есть в настоящем. Когда он находится в себе, когда он думает о себе, когда он чувствует себя, когда он опирается на себя. То есть ассоциирован с собой и с настоящим. Поэтому если вы своими мыслями, своим вниманием постоянно находитесь в прошлом, в сожалениях, в печали, в воспоминаниях о том, как много ценного и хорошего было в прошлом, было и осталось, и этого никогда не вернуть. Если вы постоянно находитесь в тревожных мыслях о будущем, о том, что что-то плохое и опасное может случиться в будущем, и этого никак не избежать, а вдруг что-то случится, а вдруг я все потеряю, а вдруг я заболею и умру. Если вы постоянно пребываете в фантазиях и галлюцинациях на тему «Ах, как было бы замечательно, если бы я тогда сказал по-другому», или «Если бы я тогда не совершил ошибку», «Как было бы замечательно, если бы я тогда купил биточек по 12 и доллар по 28», «Пил бы я сейчас маргариту с маргаритой», а не это вот все. Если вы своими мозгами постоянно торчите в других людях, думаете, кто что сказал, переживаете, кто что сказал, кто что сделал, кто обкакался, кто описался, кто сколько заработал, кто с кем переспал. Если вы всерьез переживаете на тему, как же будет теперь жить просто Мария после того, как ее бросил Хосе Игнасио, или как же пройдет трансфер Неймара, то вы не в себе, вы не в моменте, вы не присутствуете в своей жизни. В прямом смысле вы не живете. Пятое. Вы постоянно пытаетесь что-то доказать другим людям. Родителям, соседям, друзьям, соседям друзей, родителям соседей, друзей и так далее. Для вас главное не что вы хотите на самом деле, а что скажут другие люди. Что обо мне подумают уважаемые мной люди. Для меня не так важно, чего я сам хочу на самом деле, а что от меня ждут и что от меня хотят другие. Здесь важно помнить, что никому на самом деле не нужно, чтобы вы были счастливыми, свободными, здоровыми и богатыми. Другим людям в первую очередь нужно, чтобы вы были удобными, предсказуемыми, чтобы вы соответствовали их ожиданиям и давали им что-то ценное. И никто вам в этом не признается, потому что людям еще важно быть правильными и хорошими. Вы не станете, вы не сможете стать счастливыми, являясь расходным материалом для чужих целей. Это ловушка думать, что вот я сейчас всем все докажу, чего я достоин на самом деле. Куплю себе все атрибуты успешного успехмена, получу все дипломы и аттестаты, о которых так мечтали мои родители, и вот тогда меня отпустит, тогда я расслаблюсь, тогда я наконец докажу, чего я на самом деле достоин. Тогда меня похвалят, полюбят и простят. Все сразу поймут, как сильно они ошибались на ваш счет. И приползут, чтобы попросить у вас прощения. Весь мир преобразится сразу, в нем станет больше красоты. Только не отпустит, это так не работает. Вы всегда будете не до, вы всегда будете недостаточны для кого-то. В эту игру невозможно выиграть. Любые ваши результаты будут обесценены. Вы не станете счастливее на пути к чужим целям. Только занимаясь своим делом, вы становитесь более устойчивыми. Чем бы вы ни занимались. Только на своем пути вы становитесь успешнее и счастливее. На пути к своим целям, занимаясь своим делом, то есть делом, которое соответствует глубинным ценностям, потребностям и желаниям, вы наполняетесь энергией, мотивацией, а главное смыслом. Будь то сведение дебета с кредитом, ныряние за жемчугом, резьба по дереву, стендап или управление активами. Шестое – это повторяющийся сценарий. Ваша жизнь похожа на заезженную пластинку. Вы как будто бы раз за разом отыгрываете один и тот же спектакль, где меняются статисты, меняются декорации, а сценарий остается старым. Опять предали, опять обесценили, опять бросили. Опять тиран, опять абьюзер, опять двойка. Опять алкоголик, опять трудоголик, филателист, нумизмат, шпагоглотатель, предводитель дворянства в изгнании.
Опять разочарование, обида, отчаяние и страх. Если вы раз за разом, если вы третий, четвертый, пятый раз наступаете на одни и те же грабли, если вы вляпываетесь в одну и ту же до боли знакомую историю, возможно, вы отыгрываете чужие сценарии или повторяете старый травматический опыт. Подумайте, где и когда вы уже видели этот спектакль, этот сценарий. Чей это спектакль? И когда вы его видели в первый раз? И главное, что важного и ценного вы получаете в этом сценарии? 7. Вы живете ради других. Вы живете ради мамы, папы, друзей, детей, детей, ради работы, ради идеи, мира во всем мире, котиков. Вам стыдно хотеть что-то для себя. Вам неловко заботиться о себе и хотеть для себя лучшего. Потому что стыдно быть эгоистом. Не дай бог люди подумают, что ты эгоист. Не дай бог люди подумают, что ты деньги зарабатываешь. Для себя. Ты что, меркантильный? Поэтому вы постоянно экономите на себе. Вам намного проще потратить все деньги на других людей, чем купить себе то, что вы хотите. Вам очень сложно принимать комплименты и подарки от других людей. И вы сразу же хотите дать намного больше, чтобы не чувствовать себя должным и обманщиком. Потому что позаботиться о другом важнее, чем позаботиться о себе. Потому что другому нужнее, а вы потерпите. И вообще, я — это последняя буква алфавита. Это могут быть мамочки, которые живут только своими детьми или внуками. Это могут быть сотрудники, которые живут на работе. Это могут быть супруги, которые живут в созависимых отношениях. И много других вариантов. И, естественно, вы находите тех, кто будет ездить на вас и использовать в своих интересах. В норме человек заботится о себе, стремится для себя к лучшему, хорошо к себе относится. Нормально хотеть для себя то, что нравится. 8. Это инфантильное поведение. Это неспособность и нежелание брать на себя ответственность за себя, свои поступки, свои действия, за свою жизнь. Вам намного проще жаловаться, обижаться, ныть, жалеть себя, искать и находить виноватых, чем взять на себя ответственность за свои результаты, сделать выводы и идти дальше. У вас всегда виноват кто-то другой. Вас предали и обманули в лучших чувствах. Все плохо, мир несправедлив и вообще все должно быть по-другому. Не хочу ничего решать. Хочу Ламборгини, $1 000 000 и шоколадку. Это поведение маленького ребенка, который топает ножкой, и все прихоти которого решаются плачем. Прибегает условная мамочка, вытирает сопельки, меняет подгузник, дает сиську. Очень удобно, но после определенного количества годиков и не очень адекватно и не очень работает. Если вовремя и правильно не сепарироваться от родителей и не пройти все необходимые инициации, то нытье, жалость к себе, страдания и обиды становятся стилем жизни, становятся вашей привычкой, становятся способом выстраивать отношения с другими людьми. Своей жизнью вы жить так и не начинаете. 9. Это компенсации, сублимации и прочие дефлексии. То есть это суррогаты и заменители. То есть вы делаете все, что угодно, кроме того, чтобы делать то, что вы хотите делать, на самом деле хотите делать, и то, что вам необходимо делать для достижения ваших целей. Вы лучше посмотрите сериальчики, лучше затащите пару каточек, лучше позалипаете в соцсетях, лучше заедите, закурите или запьете свою внутреннюю тревогу и неудовлетворенность жизнью, вместо того, чтобы сделать что-то для себя. Заработать денег, прокачать какие-нибудь компетенции, навыки, опять же для того, чтобы заработать денег. Обновить резюме, походить по собеседованиям, для того, чтобы поднять качество своей жизни. Заниматься тем, чем вы хотите заниматься, иметь то, что вы хотите иметь, а не наблюдать за вашими кумирами в соцсетях, которые имеют то, что вы хотите. Ваша психика выделяет вам энергию, мотивацию и ресурсы для того, чтобы вы удовлетворяли свои потребности, для того, чтобы вы стремились и получали то, что вы хотите, для того, чтобы вы занимались тем, что вам приносит радость и отдачу. А если вы разбрызгиваете всю эту энергию на видосики, мемасики и прочие фрикции, ваш мозг перестанет давать вам ресурсы. А если вы предаете себя, у вас очень быстро падает энергия и мотивация. Вы получаете лень, прокрастинацию, апатию, депрессию, внутреннее сопротивление и зависимости. Вместо того, чтобы шаг за шагом идти к своим целям, прислушиваться к своим чувствам
и делать то, что нравится, хотя бы пробовать делать то, что нравится. Даже если сейчас вы не понимаете, как этого достичь, даже если сейчас у вас не получается, чем бы вы ни занимались, через год вы точно разберетесь. Через 3 года у вас будет результат. Через 10 тысяч часов вы научитесь. Но все это время вы будете идти по своей дороге, вы будете заниматься своим делом. Ну и 10. Вы не ставите цели и, естественно, их не достигаете. У вас нет плана. Вы плывете по течению и надеетесь, что когда-нибудь вы приплывете к тому, что вы хотите. Вы тратите свою жизнь на чужие цели и надеетесь на то, что вам перепадет немножко счастья с чужого стола. На всякий случай вы не ставите свои цели, потому что также можно потерять то, что уже есть. Если вы поставите свои цели, вы же станете для других более неудобными, более непредсказуемыми, более неприятными. Если вы не ставите свои цели, вы не отвечаете за возможные неудачи, вы не испытываете боли, если вдруг будут неудачи. Для удобства вы обложились убеждениями из серии: да, это невозможно, это не для меня, это для избранных, так не получится, так не бывает, это все сказки. А где гарантии, что у меня получится? Осинка от апельсинки, не по сеньке шапка, где родился, там и пригодился. Лучше журавль в руке, чем Меркурий в рыбах и так далее. Лучше плыть по течению и легче плыть по течению и есть что дают. Так всегда можно находить виноватых в том, что у вас чего-то нет, жаловаться, что вам чего-то не додают, что мир несправедлив и вообще я обиделась. А чужие успехи вызывают только зависть и раздражение, потому что они, сволочи, позволяют себе то, чего вы не позволяете. И вообще, руки прочь от моих страданий. Родители мои страдали, я страдаю, и дети мои будут страдать. Это наше знамя, это наш флаг, наша миссия, призвание и предназначение. Эти признаки говорят вам о том, что вы живете не своей жизнью вы не живете или вообще не живете. О том, что в вас работают чужие программы, установки, предписания, запреты и прочие психовирусы. Что со всем этим делать? Первая хорошая новость состоит в том, что у нас уже есть все необходимые механизмы и ресурсы для того, чтобы заниматься тем, чем мы хотим, идти к своим целям, привести свою жизнь в порядок, получать удовольствие и отдачу от своей жизни и вообще жить своей жизнью. Ваш мозг уже подсвечивает все, что соответствует вашим глубинным ценностям и потребностям через эмоции радости, интереса, восхищения и вдохновения. Ваши эмоции и чувства показывают вам, что на самом деле важно для вас. Куда вам необходимо стремиться для того, чтобы чувствовать себя счастливее. Это ваш внутренний компас. Ваша психика будет выделять вам столько энергии, ресурсов и мотивации, сколько вам будет нужно. И всю дорогу на этом пути вас будет держать необходимое количество серотонина и дофамина. Даже если вы полностью с головой обложены установками, негативными установками из серии: да это невозможно, у меня не получится, я не смогу, я не достоин ничего хорошего, и все, что я хочу, мне нельзя, вас все равно что-то вдохновляет и восхищает в других людях. Просто помните, что таким образом ваш мозг показывает, что вам на самом деле нужно и важно, как вы хотите, чтобы было, чем вам нравится заниматься и что вы можете достичь таких же результатов. Обратите сейчас внимание на ваши ощущения. Если прямо сейчас из вас посыпались всякие убеждения из серии: это невозможно, это все сказки, это не для меня, я не смогу, я этого не достоин, спасите, помогите, хулиганы зрения лишают. Просто помните, что это всего-навсего ваши мысли. Это мысли, которые соответствуют старому опыту и старым программам. Когда у вас будет новый опыт, когда у вас будут адекватные программы, соответствующие вашим ценностям и потребностям, у вас будут новые, другие мысли. Например: это же естественно, это же очевидно, я всегда в это верил, я всегда к этому шел, я всегда это знал. Вторая хорошая новость: со всем, что вам мешает, что вас ограничивает, что искажает ваше восприятие, можно работать. С родительскими программами можно работать, с травматическим опытом можно работать. Негативные установки, программы и убеждения можно менять. Навести порядок в голове, избавиться от неврозов, от эмоциональных проблем и поставить свои истинные цели – это дело техники. Гештальт-терапия, транзактный анализ, когнитивно-поведенческая психотерапия и НЛП уже дали нам весь необходимый инструментарий. Было бы желание. Естественно, вы можете все оставить как есть.
Далее мы поговорим про основные причины, как и почему мы инфицируемся чужими негативными программами и установками, и как от них избавиться. Полностью раскрыть эту тему физически невозможно в рамках одного видео, поэтому я подготовил для вас Telegram-бот, где вы найдете тест на проверку вашего текущего состояния с моими рекомендациями, а также ряд статей с детальным разбором проблем и ограничений, которые могут присутствовать в вашей жизни, и что с этим делать. Для получения наиболее быстрого результата необходим комплексный системный подход с поддержкой оператора, с группой единомышленников, с качественной обратной связью. Не все, к сожалению, можно сделать в одиночку. Там же в боте вы найдете всю необходимую информацию об уже готовых программах по комплексной работе со своими негативными, деструктивными, неадекватными убеждениями для избавления от чужих деструктивных программ, для освобождения от последствий травматического опыта, проработки эмоций и постановки целей. Ссылка на бот в описании, а мы поехали дальше. Основная причина, основной источник наших неадекватных деструктивных сценариев и программ – это опыт, который мы получили в детстве. До 5 лет у нас формируются все основные сценарии и программы, с которыми мы проживем всю нашу жизнь. А до 12 лет они все закрепляются и интегрируются во все сферы нашей жизни. До 6,5 лет у нас формируется представление, что такое мужчина, что такое женщина, что такое быть мужчиной, что такое быть женщиной, как должны складываться отношения между мужчиной и женщиной. Исходя из того, как к нам относились наши родители, формируется наше отношение к себе и наша самооценка. Выводы по поводу себя и так называемые «я-концепции». Это убеждения по поводу себя, на которые мы опираемся. Это ответы на вопросы кто я такой и какой я. Эти сценарии, программы и роли копируются у мамы, папы, других близких, которые были рядом, по механизму, по принципу социального заимствования. В любой непонятной ситуации ребенок смотрит на своих родителей и копирует их поведение, эмоции, реакции, слова и убеждения, просто исходя из того, что других пока нет. Если с этой программой мой родитель выжил, да еще и ребенка сделал, значит это хорошая, полезная программа. Надо брать, дайте 2. Многое также зависит от воспитания, когда родители рассказывают, как нужно поступать, как нельзя, что такое хорошо, что такое плохо, за что стыдиться, а чем правильно гордиться. При этом, если родители говорят одно, а делают другое, то формируется диссонанс и расщепление. Ребенок считывает и записывает себе на подкорку эту больную программу о том, что нужно говорить одно, а делать другое. О том, что нужно врать себе и другим. И, наконец, от того, как к ребенку относились в первые 6,5 лет, будет драматически зависеть то, как ребенок будет относиться сам к себе. Если родители были с ребенком, говорили, что любят его, поддерживали его творчество, его успехи, то у ребенка формируются адекватные, устойчивые, позитивные я-концепции. Я хороший, меня любят, я заслуживаю всего самого замечательного, я в безопасности, я талантливый и так далее. Это формирует надежные внутренние опоры и устойчивую адекватную самооценку. Если же ребенка постоянно бросали, предавали, унижали, оскорбляли, самоутверждались за его счет, сравнивали с другими не в его пользу, то именно так он потом будет относиться сам к себе. Потом он точно так же будет себя сравнивать с другими не в свою пользу, стыдить, винить, критиковать, унижать, бросать и предавать. И естественно он потом найдет себе таких же людей, которые будут его точно так же сравнивать, стыдить, винить, предавать, унижать и самоутверждаться за его счет. Он будет находить себе точно таких же тиранов, начальников, мужей, жен, коллег, друзей и так далее. Поэтому обратите внимание, скорее всего, вы отыгрываете родительские программы, если, во-первых, вы относитесь сами к себе так же, как к вам относились ваши родители. Второе. Вы ведете себя так же, как вели себя ваши родители, либо наоборот стараетесь не вести себя так, как они вели. В обоих случаях пример ваших родителей определяет вашу жизнь. Вы живете либо во имя, либо вопреки. Свою жизнь вы не живете. Третье. Вы говорите себе то, что говорили вам ваши родители. То есть ваши родители продолжают говорить с вами в вашей голове. Вы продолжаете сами себя винить, стыдить, обесценивать, сравнивать, критиковать, даже если их нет рядом. Особенно, если их нет рядом.
даже если их уже давно нет в живых. И четвертое. Ваши отношения с другими людьми до безобразия похожи на отношения между вашими родителями. Например, вы относитесь к вашим детям точно так же, как ваши родители относились к вам. Вы делаете со своими детьми то же самое, что с вами делали ваши родители. Возможно, даже вы давали себе слово, что вы уж точно не будете делать так, как делали они, но, скорее всего, у вас не получается. И главный критерий – вы от этого несчастливы. Вам от этого плохо и тяжело, но вы ничего не можете с этим сделать. Раз за разом вы понимаете, что отыгрываете чей-то чужой, плохой спектакль. Естественно, если вам в этом хорошо, то не нужно с этим ничего делать. Нормально, когда мы копируем у своих родителей программы, которые помогают нам быть здоровыми, успешными и счастливыми. Есть смысл работать только с тем, что не работает, с тем, что приносит страдания. То есть первая заповедь сисадмина работает, не трожь настройки. То есть главный критерий патологии – это страдание. Что со всем этим делать? Начать можно с того, чтобы найти и осознать все программы, сценарии и убеждения, которые управляют вашей жизнью и искажают ваше восприятие. Вы можете проанализировать повторяющиеся события, сценарии и паттерны в вашей жизни и выписать их на бумагу. Что за события, что за состояние, что за сценарии раз за разом повторяются в вашей жизни. Опять тиран, опять абьюзер, опять предали, опять обесценили, опять бросили, опять больно, опять терплю, опять трудоголизм, опять зависимости, опять нет денег. Опять злая мачеха послала меня ночью зимой за подстаканниками, без компаса и термобелья. Опять коллектив из бодипозитивных абьюзеров загнали тебя под лестницу, а ты все ждешь сову из волшебной школы и мечтаешь летать на метле. Подумайте, откуда у вас эти сценарии, откуда у вас эти программы, у кого вы их могли скопировать, кто их автор, откуда вы их взяли. Подумайте о том, что это не ваше. Это не ваше страдание, это не ваш сценарий, это не ваша ответственность, это не ваша вина, это не ваши ошибки. Верните все это хозяину. Далее, второе. Подумайте, в чем цель и задача данной программы. Что важного и ценного вы хотели таким образом получить? Безопасность, отношения, важность, нужность, значимость. Возможно, это был ваш способ быть рядом с другим человеком. Возможно, когда-то и для кого-то было важно находиться в вине, в стыде, быть серой мышкой, не высовываться для того, чтобы выжить, для того, чтобы быть понятым и принятым. Подумайте о том, что эта программа не отсюда, не из этой жизни. Здесь и сейчас для вас это неуместно и неэффективно. Третье. Подумайте, а какие сценарии и программы еще могут быть. Посмотрите по сторонам, какие другие сценарии взамен этой вам нравятся больше. Какая программа взамен старой могла бы реализовать эту потребность лучше и эффективнее? Как по-другому можно получать безопасность, важность, отношения и способ быть с другими? Возможно, сейчас более эффективно, наоборот, проявляться и быть с деньгами. Взамен старой, чужой, неадекватной программы найдите лучше, найдите другую, которая лучше будет удовлетворять важные для вас потребности. Если вы предложите вашей психике, вашему мозгу новую, другую, более эффективную программу, он возьмет ее на вооружение. Ваш мозг возьмет ту программу, где он с меньшими затратами, с меньшими усилиями будет получать больше и вкуснее. Останется только попробовать это на практике. Ситуации бывают разные. Одной этой техники может быть недостаточно. Однако она может быть полезна для того, чтобы начать вытаскивать себя из чужих неэффективных программ. Для того, чтобы рассмотреть, чего хотите именно вы, чем вы хотите заниматься, что вы хотите уметь и кем быть. Сейчас мы разобрали только одну причину формирования чужих деструктивных программ и коснулись только одной техники. В боте я подготовил для вас больше инструкций, больше материалов для того, чтобы освободиться от чужих программ и начать жить своей жизнью. Ссылка вас ждет в описании.